Доброе утро, добрый день или же доброе время суток, дорогие и прекрасные зрители, прекрасные женщины, мужчины. Сегодня 22 июня на календаре, и мы отмечаем огромнейшее, можно сказать, по земному масштабу события летнее солнцестояние. И как всегда, при работе с Натальей мы уже замечали огромную волну синхронистичности. И вот летнее солнцестояние — это экватор года. Это где солнце наиболее максимально представлено. И вот именно на этом экваторе мы можем отследить, что было до, и подготовиться к тому, что грядет. И это та самая середина всех середин, которая помогает нам осознать, где мы находимся. И вот сегодня, в этот знаменательный, замечательный день, мы тоже подошли к экватору наших энергетических тел, экватору наших практик. И сегодня мы практикуем анахата чакру. И, конечно, все это было бы невозможно, если бы не моя любимая подруга, сестра, коллега, учительница Наталья. Поздравляю тебя с летним солнцестоянием, поздравляю тебя с нашим экватором проделанной работы. Это чудо чудесное. И хочу передать тебе слово, приветственное слово, а потом мы уже погрузимся в наши с тобой практические дебри. Да, добрый день, дорогие женщины и даже мужчины, которые будут нас слушать в записи. А как правильно отметила Алена, сегодня экватор, как раз анахата чакра, который мы будем сегодня практиковать, это тоже экватор нашего тела. Как мы отмечали в прошлый раз на наших занятиях, этот центр, это сердечный центр, который именно показывает, где насколько наш баланс находится, насколько мы в балансе находимся с самим собой, насколько мы в балансе находимся с космосом и в балансе с земными энергиями. И поэтому действительно это как вот такая вот в резонансе мы находимся с Вселенной, что в этот день, когда происходит экватор в году, мы подходим к экватору и проверяем, в том числе и балансируем, насколько мы в балансе и насколько мы можем гармонизировать тоже наш сердечный центр. Поэтому сегодня мы как раз будем практиковать и помогать друг другу, помогать даже Вселенной, помогать всему пространству вокруг, именно гармонизировать себя, гармонизировать наши центры. Потому что дальше мы пойдем на более высокие энергии, на более высокие вибрации, и без гармонизации нашего центра, без гармонизации нашего сердечного чакры будет очень сложно подниматься на более высокие космические вибрации энергии. Поэтому, Алена, я думаю, мы можем начинать наш практику. Да, мы как раз сегодня будем начинать не совсем стандартно, а так как мы вам обещали практику по дыханию более, такой, скажем, более глубокую, то как раз мы немножко работу с сердечной чакрой, как говорится, отложим. Сейчас мы с вами сделаем, глобальное дыхательное упражнение на гармонизацию наших всех потоков: мужского, женского, левого, правого, земного, небесного. Поэтому у нас специалист в этом вопросе моя прекрасная Наталья. И тебе слово. Спасибо, Алена. Я не буду вдаваться в более подробности теории,
физической части, как правильно Алена отметила, для балансировки нашего мужского канала и женского канала, вот это вот дыхательное упражнение будет очень-очень даже помочь. Кстати, перед тем, как мы приступим к гармонизации сердечной чакры. И это дыхательное упражнение можно использовать утром, вечером перед сном, чтобы сбалансировать себя, чтобы стабилизировать себя, свой ум, свой ментал, свою энергетику, чтобы успокоиться в том числе и привести себя в более такое гармоничное и сбалансированное состояние. И так как наше тело, оно не только состоит из наших вот таких вот мяса, мышц, кожи и костей, и как некоторые мудрые говорят, мы не только мешок с костями, мы еще и энергетические потоки, энергетическая оболочка, и поэтому у нас очень много каналов, энергетических каналов в нашем теле, которые проводят энергию определенного качества. И вот наши ноздри, левая и правая ноздря, именно эти каналы, они заканчивают. И левая ноздря, она отвечает за женское, за такие женские энергии, правая ноздря отвечает за мужские энергии. Поэтому, когда мы сейчас будем дышать, мы будем балансировать эти вот энергетические каналы, приводить в гармоничное состояние. Поэтому я предлагаю вот средний наш палец поставить на лоб и вот примерно вот так, да. И, значит, мы будем работать, вот, как это называется, этот палец? Именной. Именной палец. Мы будем закрывать правую ноздрю, а большим палец будем закрывать левую ноздрю. Вот. Значит, механизм такой. Мы дышим, скажем, давайте 4 раза вдох, то есть мы как бы 4, наверное, счет 1, 2, 3, 4 мы дышим. 4 счета. На 4 счета мы вдыхаем, потом мы считаем, на 4 счета мы задерживаем, потом мы выдыхаем правой ноздрёй, закрываем левую, закрываем правой ноздрёй тоже на 4 счета, задерживаем на 4 счета, затем опять мы вдыхаем правой ноздрёй 4 счета, опять задерживаем и выдыхаем левой ноздрёй. То есть вот такой вот механизм. Вдохнули левой, задержали, выдохнули через правую, задержали, потом вдохнули правую, задержали, выдохнули через левую, задержали. И вот получается у нас вот такая радуга. Назад, вперед, назад, вперед. То есть не у нас не по циклу, вот, да, не обращаем, нет. Мы назад, вперед. И вот так вот получается между вот этими остановками у нас идет задержка дыхания. Вдох, задержка, выдох, задержка. И вот мы вот так вот по радуге с вами работаем. Да, поэтому 5 раз мы будем делать такой цикл. И здесь хочется добавить, сядьте, пожалуйста, удобно, так, чтобы ваша спина была прямая. Если вам удобно сесть в позу лотоса, садитесь, но если вдруг вам кажется, что поза лотоса вам некомфортно, садитесь на стул, и спина обязательно при всех дыхательных упражнениях, если мы прокачиваем, спина должна быть вот этот вот срединный столб, он прямой, поэтому займите это удобное для вас положение, где столб спины прямой. Да. Поэтому садимся прямо, но мы расслаблены, мы не напряжены. Тело расслаблено, но спина прямая. Зафиксировали наше состояние на данный момент. Какие у нас мысли, какое у нас состояние. Можно проверить, в каком состоянии у нас находятся мышцы, наш сердечный центр. Закрыли глаза, немножко подышали. Спокойно, вдох и выдох.
Теперь можно начинать. Прикладываем средний палец к лбу, закрываем правую ноздрю именным пальцем и на счет раз, два, три, четыре мы вдыхаем. Пошли вдох. Раз, два, три, четыре. Задержали. Два, три, четыре. И выдыхаем, закрываем левую ноздрю, выдыхаем правую. Два, три, четыре. Задерживаем дыхание. Раз, два, три, четыре. И вдох правой ноздрёй. Два, три, четыре. Задерживаем дыхание. Два, три, четыре. Закрываем правую, выдыхаем левую. Два, три, четыре. Задерживаем. Два, три, четыре. И вдыхаем левую. Два, три, четыре. Задерживаем. Два, три, четыре. Закрываем левую, выдыхаем правую. Два, три, четыре. Задерживаем. Два, три, четыре. Вдыхаем правой. Два, три, четыре. Задерживаем. Закрываем правую. Два, три, четыре. Выдыхаем левую. Два, три, четыре. Держим. Два, три, четыре. Вдох левый. Два, три, четыре. Держим. Два, три, четыре. Три, четыре правой. И еще вдох правой. Два, три, четыре. Держим. Два, три, четыре. И выдох левый. Два, три, четыре. Держим. Два, три. Теперь можем дышать двумя ноздрями. Спокойно. И оцениваем, в каком состоянии находится наше тело, наш ум. И сравниваем с тем, что мы начали. Открываем глаза. Алена, какое у тебя ощущение? Прям такое спокойное и расширение. Гармония такая. Да, плавность добавилась, потому что сейчас такой интенсивный огненный период, вот прям именно воды, плавность не хватает. Сейчас вот она как пришла. Пришлось замедлить. Да. В замедленном с вами состоянии мы продолжаем. Я приглашаю вас встать. Сегодня у меня немножко другая локация. Ага. Мы с вами начинаем работу, да, нашим дыханием. Вдыхаем. Через выдох мы руки опускаем вниз. Помним, да, мы занимаем сейчас на дыхание сердечной капли. Мы уходим всем вниманием вот в эту область. Представляем здесь огромный зеленый шар.
И наша с вами задача на вдохе сделать глубокий вдох, это зеленый. Алена, тебя не слышно? Нет? Вот когда ты ближе, ты слышно, а вот подальше не слышно. Ага, хорошо, тогда еще раз. И получается, сейчас наша с вами главная задача, наверное, я тогда музыку потише сделаю, чтобы она совсем так нас не сбивала. Тогда, получается, сейчас наше внимание на уровень груди. Здесь представляем, да, кто-то может визуализировать, кто-то может, правда, войти в контакт со своей сердечной чакрой. Мы на вдохе вдыхаем зеленую чистую энергию, как бы раздувая, расширяя наш шар. И на выдохе, да, получается, если мы видим, что какой-то цвет, да, вот идет примесь этого цвета, какое-то искажение, какая-то нелепость или же мусор, то мы через стопы это выдыхаем или же позволяем раствориться в этом свете. И у нас с вами такой цикл. Вдох, наполняемся зеленым цветом, все внимание находится на груди. Выдох, да, все ненужное, лишнее уходит через стопы в землю или просто растворяется в пространстве. Есть? Да. Все, тогда я музыку возвращаю погромче. И мы с вами делаем вдох. Выдох. Прям делайте свои круги, да, как вам комфортно. Вдыхаете, наполняете зеленой энергией. Выдох и выдыхаете. Вы можете войти в ритм с музыкой. Расширяйте свою грудную клетку. На вдохе энергия поднимается снизу вверх, на выдохе сверху вниз. Чувствуете, что вы находитесь в потоке такого душа. Еще пару циклов дыхания. Заканчиваем. Потому что дальше у нас с вами идет танец.
Сейчас объясню, как движение делать. Кладем левую руку на сердечный центр и правую руку на живот. И так как у нас здесь очень много блоков, эти движения помогут разблокировать те блоки, которые у нас находятся в сердечном центре. Значит, вначале мы движемся так вот вверх грудь, как бы делаем вот такой вот круг. Вверх и вниз. Вверх и вниз. То есть мы по кругу. Можно даже змейку сделать. Включаем живот, кто уже может это делать. То есть такая получается волна. Грудь, живот. Грудь, живот. Грудь и живот. Вот такое движение. И мы чувствуем все, что происходит, те эмоции, которые всплывают, все, что происходит в нашем сердечном центре. Все, что всплывает, мы все это пускаем, принимаем, не отталкиваем. И чувствуем, надо прочувствовать все, что происходит у нас в груди. Еще одно движение мы можем вот так вот по кругу, тоже грудью, по горизонтальному кругу. Освобождаем. Здесь очень много, даже на физическом плане, очень много блоков. И вот эти движения, они как бы мы вперед-назад, 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 вперед, как бы внутрь, вперед, внутрь, вперед, вперед, внутрь. Мы освобождаем все, что есть. Потом предлагаю сейчас прочувствовать, как вызывать вместе с нами. Чуть-чуть, Алена, погромче сделаем. И чувствовать прямо по волне с музыкой. Чувствовать все, что раскрывается. Можно еще раз мы по горизонтали сделаем. Прокручиваем вперед, назад. Вдох нос, выдох вперед. На грудь двигалась. Вдох, даже чувствую.
Дышим глубже. Кто еще полюбит нас таким, каким мы есть, если мы сами? Подержите немножко левую руку на груди и почувствуйте все, что происходит у вас в вашем сердечном центре. Ту любовь, которую вы ощутите. Ту любовь, которая объединяет всех. Следующий танец мы будем называть танец рук, так как мы говорили на прошлом занятии. Сердечный центр, он очень сильно связан тоже с нашими руками и с нашей кожей, с нашим осязанием. И у нас тоже очень много блоков в руках. Я даже по себе замечаю. Мы не гибкие, даже наши руки, они недостаточно гибкие. А это говорит тоже о том, что у нас очень много блоков эмоциональных, физических блоков находится в руках тоже. Поэтому вот этот танец, он очень поможет нам именно раскрыть нашу гибкость, нашу женственность, нашу чувствительность, так как мы можем очень много передать через наши руки, через грацию наших рук, через движение в наших руках. Поэтому вот я предлагаю следующий танец, это танец рук. Будем настолько тонко, настолько изящно, настолько красиво пытаться танцевать нашими руками. И одно из движений, которое тоже используется в арабской традиции, я предлагаю сделать руки красиво. Большой палец берем под ладошку, вот так вот, и как проявление гибкости нашей руки будем пытаться вот сделать вот такой вот, так сказать, лодочку, дугу, да? Лодочку, да. Вот пытаться, чтобы у нас руки были гибкие, красивые, это будет называть, особенно женщин, это гибкость, это плавность, это мягкость. И вот как бы проявляем себя вот в этих вот руках, проявляем нашу красоту, гибкость в нашем танце, в наших руках, насколько наши руки могут проявить и протанцевать, и почувствовать это состояние. Поэтому предлагаю немножко погромче. А? Делаю громче? Да, потому что мы сейчас будем танцевать. Приглашаю всех танцевать нашими красивыми руками. И вот могу движение сказать, что вот раз, два, три, то есть руку делим на части и попытаться вначале сделать первую часть, вторую часть, третью часть. Вот пытаемся, чтобы такая вот волна была в руках. И кисть тоже
как бы кисть будет продолжение наших и танцуем, когда двигаясь через наши пытаетесь сделать руками тоже волну. Как, Алена, гибкость в руках? Замечательно. Мои казахские корни знают.
Я думаю, все прочувствовали, насколько наши руки, у кого-то, может быть, гибкие, у кого-то нет. Ну, все говорится, как говорится, все в ваших руках, правда же? Да, Все правильно. в ваших руках. Ну, а я думаю, что как раз сейчас уже прям пошла жара, как говорится, в хату. Да, наша история с разогретой сердечной чакрой прям набирает обороты, прям чувствуется, как верх уже прям активировался, прям энергия течет. И мы сейчас с вами проходим уже к такому, знаете, более точечному, массированному, да, нашей с вами сердечной части. И вот здесь у нас с вами будет два таких основных упражнения. Первое упражнение будет состоять из двух уровней сложности. Самое простое, йогическое наше с вами собака-кошка. Мы можем с вами встать на четвереньки и, да, получается, просто начать выгибаться. Прям чувствуете, как в лопатках у вас начинается, да, начинается напряжение. Оно поднимаете вдох, выдох, опускаетесь. Вдох, поднимаемся, выдох, высвобождаем. И вот прям вот это вдох, поднимаемся, выдох, освобождаем, мы как раз с вами чувствуем наше внимание на лопатках. То есть чаще всего, ну, я скажу за себя, мне проще, да, вот выдохнуть, а вот именно сжаться, вот это вот, да, собрать себя в кучку, уделить себе внимание, да, вот это вот любовь к себе. Вот как раз это упражнение и подсказывает. У вас где вы больше отдаете или вы больше принимаете? Вот мне легче отдавать, да, вот, то есть вот это вот прогнуться, выгнуться, открыть сердце, сиять, а вот чтобы взять себе, спрятать себя в домике, вот у меня вот здесь вот прям я чувствую, как напрягается. Поэтому вдох, округлились, выдох, выдохнули, вдох, выдох. Да, и это получается у нас с вами один вариант, а есть вариант для продвинутых. Для продвинутых это то же самое, только уже как со змейкой, да, если взять, посмотреть, вот мы сидим на корточках, вот сидим, и вот здесь мы с вами делаем волну, вдох, выгнулись, такая, можно сказать, змейка, и прям выдох, и остались здесь, остались. И остались, то есть получается мы с вами вдох, выгибаемся и опять через змейку оставляем себя лежащими на коврике. Сейчас я попробую еще раз отодвинуть, чтобы меня пошире было видно, да? Мы, получается, здесь делаем все точно так же медленно, с кайфом. Вдох. И открыли сердце. Позависали. И выдох. Остались, прям полежали, расслабились, расслабились. И вот эти упражнения здесь прям чувствуете. Здесь нет гонки, найдите свой темп. Найдите свой темп. Кто-то хочет просто делать кошку с собакой? Пожалуйста, делайте кошку с собакой. Кто-то хочет делать больше динамики с волной? Можете делать динамику с волной. Все на ваше усмотрение и ощущение ваших физических возможностей. Поэтому, дорогие, чувствуемся в музыку,
да, кайфуем. И начинаем с вами просто отдыхать. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento, que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio, viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene de la selva, viento, viento, tráenos la memoria, viento, que viene de la selva, viento, tráenos la memoria. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Сейчас я вам предлагаю, если вы выбрали, да, упражнение собака-кошка, вы из этого состояния повиляете, походите, покрутите. Вот мы с Натальей уже сегодня стоя делали танец, да, сердца. И вот здесь вот тоже войдите в такую историю исследования, где вы добавляете вращение, волны уже вот в этом положении. Тот, кто практиковал большую, да, амплитуду, тоже здесь можете поиграть. Кошки-мышки. Поэтому просто подвигайтесь, походите в своей динамике и амплитуде. Если кто совсем у нас, да, там продвинут, можно
начать делать всякие танцы. Поэтому находите свою амплитуду, да, и смело шевелите диафрагмой, тормошите свое сердечко, пробуждайте его. Как от каждого чувствуетесь, как от каждого движения становится как будто больше места, больше пространства. И вот мы уже добавили много движений, много активаций. И сейчас мы с вами перейдем к нашей с вами вишенке на тортик. Это может быть сложная история, потому что мы теперь с вами будем двигать именно, да, верхней частью корпуса. Руки за голову, и именно старайтесь не двигать не нижней частью, да, то есть мы помним, мы в предыдущей с вами практике мы именно двигали именно торсом, да, а теперь нам надо его сохранить, как сказать, зафиксировать, можно даже ощутить, как грудь мы сделали так вот, оп, приподняли именно верхней части диафрагмой, именно верхней частью, даже немножко можно ощутить, что чуть-чуть назад отклоняемся, и вот именно верхней частью мы туда-сюда начинаем с вами водить. И получается также слева вдох, право выдох, лево вдох, право выдох. И прям смотрите свою динамику. У меня прям уже чувствуется, что между лопатками там такой прям ядрен узел. Поэтому смотрим на вашу быстроту, да, то есть не торопимся, находите свой темпоритм и просто следуйте, да, вот этому вращению. То есть нам наша задача, надо прокрутить нас в верхней части грудного отдела. Поэтому, если кто успевает, добавляем за динамикой.
Отлично. И сейчас делаем в этом движении, застыли, и делаем глубокий вдох, вдох, и прям потянулись наверх. И задержка наверху, вот прям вдохнули и прям потянулись. И выдох, руки в стороны, голову вверх. И опять как будто снизу прям черпаем энергию. Вверх потянулись и прям задержали дыхание, и прям вытягиваем себя. И выдох. Ну и уже третий, просто гармонизирующий. И сейчас просто закройте глазки. Ощутите, какие процессы у вас происходят. Ощутите свое дыхание, пульсацию. Как вы чувствуете внешнее пространство, пространство комнаты? Угу. И сейчас посмотрите, прочувствуйте, соотнеситесь с теми ощущениями, которые у вас сейчас происходят в сердце. И спросите себя, на сколько процентов мое сердце открыто? Открыто для любви к себе, открыто для любви к миру. И просто будьте честны, потому что именно любовь и принятие находятся на стыке с искренностью. Если мы можем услышать на самом деле, как обстоят дела, нам легче их принять, а потом уже с этим что-то сделать. И что-то сделать не просто так, а совместно с любовью, которая у нас раскрывается и выделяется на этот труд сердце. Ощутите, каково это состояние, что-то. Насколько я люблю себя, принимаю себя. Прям даже можно отследить, ну, как сказать, даже грубо поставить себе оценку в процентах. Я люблю себя, я слышу свои потребности на столько-то процентов. И просто сейчас не осуждаете, это может быть там 80, 90, а может быть и 30. И самое главное просто понять, что да, для любви к себе я выделяю не так много времени, и над этим я буду работать дальше. А теперь спросите себя, а любовь к миру, как она у вас проявляется? Насколько вы корыстны или бескорыстны в своих проявлениях, деяниях? И тоже без осуждения, просто как факт. Потому что многие наши с вами действия, они более чем автоматичны. И вот сейчас как раз тот самый момент, когда мы можем увидеть, насколько включенно и из какого состояния, из любви или корысти, из любви или из страха я совершаю те или иные действия по отношению к миру. И именно сегодня, может быть, как раз вот этим ощущением вы поменяете и что-то добавите другое. Другое по отношению к себе, другим людям, миру. Просто услышьте то ясное обстоятельство, те ясные пункты, в каких взаимоотношениях находитесь вы с собой и с окружающим миром. Хорошо. И сейчас я возьму наш заключительный инструмент для работы.
сердцем, и мои, как эти колокольчики, сегодня уже находятся в другом церемониальном пространстве, поэтому сегодня у нас усилится медитация высоким звучанием. Да, если мы вспомним, что у нас стихия, отвечающая за, как сказать, которая проявляется в сердечной чакре, которая соответствует сердечной чакре, это стихия воздух. Поэтому сегодня мы с вами пытаемся соединиться максимально с кристально чистым воздухом. И сейчас можете положить ручку на сердце. И прям мы сегодня пропеваем нашу биджа-мантру Ям 21 раз. И, да, и прям чувствуете, какая вибрация. А сердце и голос, они прям находятся близко, и вы прям можете сейчас ощутить, да, вибрацию, что происходит с сердцем, какого тона, какого напряжения, какого качества исходит звук. Исходит ли это звук, потому что он просто исходит, или он исходит из вашего сердца? И вот сейчас я приглашаю вас найти звук, исходящий от сердца, колокольчики, цимбалы и биджа-мантра Ям нам поможет. Поэтому, дорогие мои, делаем вдох, выдох, вдох. Ощущайте, как сердце раскрывается, выдох. И теперь вдох, чтобы начать. И
И сделайте вдох. Выдох. И просто посидите в этом состоянии. Обратите свое внимание на все ваше тело, ваше состояние. Отметьте, как оно было у вас до проведенных практик и как вы сейчас себя ощущаете. И прям можно всю эту благость прям взять из пространства и прям ручками налюбить, уплотнить любовь к себе, в свое тело. Прям сейчас очень много любви пришло. И прям пробудите себя своими ручками. Можно прям взять свои лопатушки, ступы пожамкать, поприветствовать свое тело в обновленных, скажем, вибрациях.
Потому что вроде бы кажется, что практики-то такие, знаете, простые, но как много всего поднимается и выделяется. И вот сейчас прям ощутите, с чем вы завершаете эту практику. Поделитесь своим состоянием с нами в комментариях. Я себя очень чувствую благостно, очень благодарна за эту возможность и практиковать с вами и передавать эти ключики, потому что при передаче этих ключиков подключается еще высшее, которое тоже говорит: Ален, передай с Натальей еще от нас послание, нашу любовь. И напомни, что именно через сердце, через открытое сердце искренние просьбы могут и будут услышаны. Поэтому просите не вот здесь, не от ума, не начитывайте просто-напросто молитвы, а прочувствуйте их вот всем сердцем. Иногда лучше просто молитву выразить Господу сердечно, но своими словами, чем сухо прочитать бездумно Евангелие или молитвослов. Искренность. И сегодня все пространство призывает нас быть искренними самими собой и со всем окружающим пространством. Поэтому моя миссия, мое послание на сегодня закончено. Я благодарю за эту возможность соучаствовать в этом процессе. Ну, а Наталья, я знаю, что тебе есть еще что добавить, что передать, и ты завершишь нашу сессию сегодня. Да, Алена, как обычно, мы завершаем с домашним заданием, те практики, которые мы можем делать дома каждый день для раскрытия нашего сердечного центра. Вначале я бы хотела показать небольшой массаж, который мы можем делать, например, после душа, когда у нас тело уже расслабленное, мышцы уже расслаблены. Мы все знаем, что сердечный центр у нас находится здесь, и если вы найдете здесь точку, то ее можно массировать. Также можно взять немножко масла и вот тут вот просто массировать по часовой стрелке. И если мы прочувствуем, если мы надавим на это место, те, кто никогда это не делал, может прочувствовать такую боль даже. Это говорит о том, что у нас достаточно блоков накопилось в этом месте, энергия не движется, поэтому вот рекомендую каждый день после душа по часовой стрелке массировать вот эту точку. Ее можно прочувствовать именно по болевым таким вот ощущениям, когда мы на нее нажимаем. Алена, больно? Неприятно, не больно, но чувствуется. Вот есть там такое вот. Да. Там что-то точно есть, вот так могу сказать. Вот. Для женщин тоже очень важно делать массаж груди. Это даже с точки зрения здоровья нам очень важно каждый день делать массаж, чтобы и лимфа, и кровь циркулировали, чтобы избежать всех наших проблем с женской грудью. Тоже здесь у нас находится лимфа, и вот такими вот поглаженными движениями мы можем ее тоже распределять, скажем так, вот эти вот блоки, чтобы этой лимфы не было. Тоже массажными движениями мы можем все это вот распределять и убирать те блоки, которые здесь есть. Тоже вот здесь вот есть точки, прямо вот они, женщины на груди, прямо вот такие как бы выемки внутри, вот их тоже можно массировать, потому что это тоже такое ощущение. Это вот как бы, если в центре
женщины, если вот найти в центре, то такие вот немножко ямочки у нас есть, и вот тоже они, если нажимать, то достаточно болевые ощущения происходят. И вот здесь вот под косточками тоже вот такими вот массажными движениями. Здесь тоже вот у нас прям вот так вдоль косточек как бы пробивать вот эти вот блоки, которые здесь тоже могут быть. Прям вот большим пальцем так вот промассировать. То есть если это делать каждый день после душа, то, поверьте мне, вот эти все лимфы и все проблемы можно решить. И, как я обещала, 2 асаны из йоги для раскрытия балансировки анахаты чакры. Первая асана, которую Алена, в принципе, уже показывала, это известная всем кобра-позиция. То есть мы вот ложимся, и те, кто может подняться полностью, поднимаются на руках, голову назад. Те, кто не может прогнуться настолько, руки немножко вперед и угол немножко поменьше. Те, кто совсем не может прогнуть спину, это поза сфинкса. Мы опираемся на локти и тоже голову назад и раскрываем вот эту грудь, часть груди, и фокусируемся на вот именно наш центр вот здесь вот, и фокусируемся так, минут 3-4 находимся в таком состоянии, и фокус нашего внимания на центре груди. И но это уже простая асана, я думаю, которую все могут делать, тоже для балансировки анахаты чакры. Если мы встанем прямо, ноги 10 сантиметров друг от друга. И это позиция молящаяся. У нее есть на санскрите название, пратанасана называется. И это как вот руки сводим, левую и правую, мужскую и женскую, соединяем вместе. Ноги прямо и вперед стоят на полу. И закрываем глаза и фокусируемся, руки прижимаем друг к другу против груди и тоже фокусируемся на центре груди. И примерно так, если мы 5 минут так постоим, это несложно, асана, могут все делать, но эффект такой сильный, что после 5 минут такого стояния мы сразу в груди начинаем чувствовать ощущение любви, сострадания, и наше сердце, оно просто раскрывается. Настолько, даже первый раз, когда я даже не делала, эффект настолько сильный от такой простой просто асаны, что это, думаю, все могут попробовать сделать. Пожалуй, это все, что я бы хотела добавить по поводу асан. И спасибо, Алена, тоже за твою компанию, за те практики, которые здесь с тобой сделали и внесли в наш вклад общую гармонию Вселенной на Земле. Солнечный экватор года, да? Да, именно вот это время, да, когда как раз вот энергии Вселенной как раз способствуют для гармонизации и гармонизации нашего центра, сердечного центра. Ну тогда до следующего раза. Да. Мы дальше Спасибо. Продолжаем уже переходить все выше, к более тонким материям. Но не забывайте практиковать. И да, если вы чувствуете, что какая-то чакра у вас нуждается в большем внимании, даже если мы переходим выше, но всегда, да, возвратитесь, поддержите себя, если вы чувствуете, что надо усилить первую чакру, потому что в любом случае эффект и результат работы с более высокими чакрами, он будет всегда отражать уровень, качественный уровень проработки нижних.
нам высшие энергоцентры будут даваться с большим трудом, если нижние не будут, да, функционировать гармонично и не могут быть, не будут здоровыми, потому что наши высшие покровители, наши духовные наставники все-таки как бы сохраняют нас, да, держат нас в безопасности, чтобы мы сами себе лишнего чего не наворотили. Поэтому, если вы хотите вкусить полностью, да, и почувствовать эффект от работы с высокими чакрами, уделите внимание, да, пройдитесь еще раз, пусть даже по домашним заданиям, которые Наталья давала, да, проделайте вот эти упражнения йога, асаны, посмотрите, ага, как я себя в них чувствую, а может быть, заново проделаю наше с вами, да, видеопутешествие. Не стесняйтесь, потому что чем сильнее прокачаны ваши нижние, тем ярче будут сиять ваши верхние. Поэтому до следующего раза, дорогие, и огромное вам спасибо, что были с нами. Спасибо.